Поперчим пюрешку. Друзья, всем салам с канала Каспийский берег. Посмотрите сюда, друзья. Наши старые друзья бычки. Сегодня мы из них будем делать великолепные консервы. Бычки монстры, друзья, очень крупные. Я в тот раз был на базаре, увидел, что бычков только привезли. Вот одна из торговок, ей привезли с моря бычков. Вы верите, я все купил. У него было где-то 15-16 килограмм бычков. Я увидел, что они свежие, и купил все. Бросил в морозилку, и вот они у меня хранятся. Бычки, друзья, кого-то калиброванные. Все примерно одинакового размера. Хотя часто бывает, что они бывают такие разнобой, разные по размеру. Сегодня повезло. А наша Манька тут как тут. Манечка, ты где? Иди. Как ты смотришь на голову бычка? Друзья, самое печальное в бычках это то, что большие отходы. Вот было ровно 5 килограмм, вот ровно. А осталось, ну вот здесь 3 не будет, 2,5 килограмма. В общем, 50% отход у бычка. Но все равно рыба обалденная, я ее очень люблю. На котлеты, на консервы. Лучше не придумаешь. Друзья, бычки здесь почищенные, стоят. Минут 20, полчаса им нужно будет отдохнуть. А мы этим временем подготовим томатный соус. То, чем наши бычки будут залиты. Значит, основа. Обычный томатный сок магазинный. Томатная паста, чтобы было погуще. Друзья, хорошенько солю, потому что у меня рыба уже солиться не будет. Так что солим так от души, как говорится. А теперь добавляем всякие вкусности. Лавровый лист, штук 4-5. Молотый кориандр. И черный перец.
Друзья, и это то, без чего я не обхожусь, когда работаю с рыбой. Это кориандр, горошек. Друзья, теперь вот это дело, вот этот соус, мы должны немножко его как бы поварить. Все вот эти пряности в холодном виде тоже, конечно, передаются вкусы, но когда все-таки это горячее, если немножко покипятить, то будет намного вкуснее, острее. То есть эти вкусы лучше передадутся соусу. Так, положу на свободную конфорку. А на второй конфорке, видите, у меня, что баночки кипят. Я их здесь стерилизую, друзья. Всего 6 банок, я думаю, больше не понадобится. Опа! Все, друзья. Соус покипел. Минут 15. Этого достаточно. Все вкусы. Лавровый лист, кориандр, черный перец уже намного лучше передали свой вкус вот этому соусу. Все, пусть здесь остывает, а мы займемся рыбкой и баночками. Друзья, я по ходу пьесы понял, что рыбы не так много, поэтому банок всего 6 штук достал. В крайнем случае не хватит, еще добавлю. Но мне кажется, 6 банок вот на эту рыбу хватит. Консервы из бычков делаю первый раз, друзья. Так что будем вместе с вами учиться, так скажем. Взял вот такие пол-литровые банки, потому что мне показалось, что тельце бычка, вот небольшого, оно как раз сюда пойдет. Можно будет его даже не нарезать. Друзья, ну как я вижу, это только с маленькими бычками так пойдет. Не нарезать. Если крупные, придется нарезать. Так. Значит, заполняю вот так. Не слишком плотно, чтобы у нас еще томатный сок, наш соус сюда поместился. Потому что он очень вкусный. Вот так. Это раз. Это два. А эти тушки покрупнее. Я их уже все-таки разрежу на 2 части. Эти уже как попало. Как лягут, короче. В общем, как я и предполагал, получилось 5,5 банок. Вот это заполнить до конца не получилось. Ну ничего, больше сока будет. Тоже вкусно. Друзья, заливаю.
Так вкусно пахнет томатный сок вот этот. Соус. Мой автоклав, вы с ним уже знакомы. Так, что делаем? Крышки закрываем, загружаем кассеты и вперед. Друзья, заполняю вот по плечике банки, больше нельзя, иначе может открыться. Все, 6 баночек. Друзья, здесь на один этаж помещается, насколько я помню, до 5 банок. Вот смотрите, вот такие маленькие пол-литровые банки. Сюда помещается 5 штук. Но я 5 не буду делать, смысла нету, потому что у нас 6 банок, все равно придется второй этаж делать. Поэтому я сделаю 2 этажа по 3 банки. Вот так. И барашек сюда. Затяну, но не слишком сильно. Вот так. Загружаю кассету в автоклав. Так. Заливаю водой. Ну, с Богом, друзья. Огонечек загорелся. Будем ждать теперь. Друзья, 127,2. До 128-129 поднималась температуру, почти 130. Ровно 2 часа простоял. Значит, час ушел на то, чтобы просто вода закипела. И час я вот подержал уже чистая варка. Все, сейчас отключаюсь и будем остужать. И теперь будем ждать, пока это все остынет. Тоже где-то час-полтора. Стравливаю давление, друзья, чтобы быстрее открыть его. Друзья, пока рыба остывает, консервы наши остывают, мы время зря терять не будем. Мы займемся гарниром. А на гарнир сегодня пюре. Молочко. Сливочное масло.
И, конечно, посолим. Пюре, по-моему, сюда больше всего подойдет, друзья. Как вы думаете? О, отлично. Ну все, друзья. Дошла очередь до рыбы, до бычков. Вроде все на месте. Друзья, добро пожаловать в нашу кают-компанию. Сегодня у нас будет супер ужин. Друзья, все как положено. Крышечки, смотрите, как вогнулись. То есть процесс консервирования прошел, значит, хорошо. Все нормально. Осталось только нарезать хлеб. Так, где моя тарелка? Текс. Это у нас пюре. А это у нас бычки в томате. О! Друзья, я бычки в томате, по-моему, ем первый раз. По-моему. Я знаю, что такая консерва была. И она наверняка еще есть. Но я почему-то не помню, вот, чтобы у нас в Баку продавали эту консерву. Вот не помню и все. Но я представляю, какая она вкусная. Ведь бычки вкусные рыбы. А еще в томате. Так вообще это супер. Поперчим пюрешку. Так, сейчас разберем, посмотрим, как она у нас, как там хребет. Давайте попробуем вместе с хребтом посмотреть, насколько похоже заводской. Все супер, друзья. И хребет запросто съедается. Так что бычки в томате, я с вами познакомился. Вообще, может быть, ел в детстве, но я просто уже не помню. Но почему-то я не помню, вот бычки в томате, чтобы в Баку продавали. Продавали кильку в томате, это само собой. Это наша каспийская была. Сайра, сельдь, горбуша, скумбрия, сардины и так далее. А вот бычки не помню, просто не помню. Вкусно. Пюре, кстати, тоже неплохое получилось. Вот такой бычочек. Ох, как он выглядит, а?
А к такому бутерброду, друзья, не грех и рюмочку пропустить. Ваше здоровье, друзья. Капуста бесподобная. Купил здесь у нас в поселке. Так посолили грамотно. Очень вкусно. Ну и молодой чесночок. Как его не попробовать. Кайф. Ну теперь бутерброд. Очень вкусно. Я уже знаю, кому эти баночки достанутся. Пару штук себе оставлю и по одной раздам. Вот так, друзья. Такое видео. С почином, как говорится. Консервы из бычков мы тоже с вами сделали. Консервы из бычков в томате. Очень вкусно. Всем рекомендую. Спасибо большое за просмотр. До новых встреч на канале Каспийский берег. До свидания.